Как вы думаете, можно ли сделать нож полностью из карбона? Сегодня будем проверять это. Как в анекдоте, есть два пути, как это можно сделать. Первый путь – взять много кусочков нарезанного карбона, сложить их вместе. Все это дело промазать эпоксидной смолой. Таким образом мы сформируем довольно большую толщину для будущего изготовления ножа. В итоге должен получиться какой-то вот такой результат. Но в таком способе есть свои сложности. Во-первых, качество поверхности. У вас должен быть вакуум. Перерасход смолы будет. Желательно использовать вакуумную инфузию. И как я сказал, чтобы добиться качественной поверхности, нужно иметь определенный опыт. Можно пойти вторым путем и купить готовый кусочек карбона. Это матовый карбон, сделанный из припрега. То есть сама ткань была изначально уже пропитанная и запекалась в специальных печах при большой температуре. Здесь идеальное соотношение материала и эпоксидной смолы. Следующий этап делится тоже на два пути, простой и сложный. Каждый выбирает для себя, какой для него более простой. Первый вариант — использовать ручной инструмент и выпиливать все контуры ножа руками. В последующем точно так же вручную обрабатывать ваши заготовки до получения нужного результата. Но для меня такой способ более сложный. Как говорится, если руки золотые, то не важно, откуда они растут, но мои руки не золотые. Так что я выбираю второй вариант. В чертежной программе SolidWorks я сделал 3D модель ножа. Это само лезвие и левая и правая накладки. Дальше в программе SolidCAM была написана управляющая программа для станка. Пластина карбона закрепляется на столе станка, и радиусной фрезой делается заточка. По-моему, это называется спуски. В общем, вручную такое сделать я бы точно не смог. С такой точностью, как это сделал мой ЧПУ станок. А я люблю, чтобы было все красиво и ровненько. Главное здесь подобрать правильные режимы обработки, потому что очень легко на карбоне посадить режущую кромку инструмента. Дальше весь контур вырезался фрезой под названием кукуруза. Итак, лезвие готово. Теперь приступаю к фрезеровке накладок. Но здесь приключилась беда. Где-то я допустил ошибку в написании программы, и фреза прошла между двух элементов прямо по карбону. Теперь придется это все исправлять. Я сделал новую 3D модель, немножко все изменил, чтобы убрать эту канавку из-под фрезы. Но я скажу, что так получилось даже намного лучше, чем было изначально. В итоге у меня получилось 3 элемента, само лезвие и 2 накладки, левая и правая, с уже готовыми радиусами, фасками на всех элементах и заточкой самого лезвия. Скажу вам честно, на создание 3D модели, написание программы и обработку карбона на станке у меня ушло где-то 3 дня приблизительно. Но если делать руками с таким же качеством, лично у меня ушло бы минимум неделя, а то и больше, чтобы сделать идеальные скругления и переходы. Теперь нужно зашкурить вот эту поверхность, сделать ее матовой, чтобы эпоксидная смола держалась. Таким образом создаются микроцарапины, в которые потом будет заходить эпоксидная смола. Самое главное здесь выдержать плоскость, чтобы не заовалить поверхность. Эти все операции нужно делать вручную. Теперь берем емкость и наливаем туда нужное количество эпоксидной смолы. И добавляем отвердитель согласно инструкции конкретно вашей эпоксидной смоле. Для этих целей очень удобно использовать обычные медицинские шприцы. Тщательно все перемешиваем и даем отстояться где-то 5 минут, чтобы вышли все пузырьки воздуха. Далее равномерным слоем намазываем эпоксидную смолу на поверхность накладки. Здесь самое главное выдержать определенный слой. Если вы сделаете толщину эпоксидной смолы больше, чем нужно, когда будете сжимать все детали, она просто у вас повылазит по краям
и может попасть на все изделие сверху. Но слишком тонкий слой может не заполнить все микро царапины, которые у вас остались на поверхности накладки и самого лезвия. Соответственно, может получиться не очень хорошее склеивание всех деталей. То же самое делаем на второй накладке. Наносим смолу. Само лезвие ножа я не промазывал эпоксидкой, потому что как бы тонко вы не намазывали обе детали, все равно у вас получится излишки. Обе накладки промазал. Вот так получилось. Кстати, для сборки этого ножа нужно использовать направляющую. В этом случае я использую шлифованную фрезу. У меня в ноже есть отверстие, и в рукоятях с помощью этого отверстия собирается вся конструкция. Это не дает трем деталям разъехаться в стороны. То есть мы собираем на этом штифте и потом дополнительно делаем упоры с нескольких сторон. Если этого не сделать, то когда вы начнете сжимать все три детали, они у вас поплывут. Даже если вы сначала выровняете, то в последующем, когда смола начнет застывать, все равно возможно небольшие подвижки. И это будет сразу видно на контурах ножа. Так как он сделан на ЧПУ, все идеально ровно подходит друг к другу. Накладки установлены на свое место, выставлены. Теперь с помощью зажимов все это дело прижимается и оставляется на 24 часа сохнуть. А пока я изготовлю коробку для этого ножа. Материал березовая фанера. Такое изготовление самое быстрое, занимает около часа с последующей обработкой. Все детали вырезанные, зачищенные. Теперь я соберу и склею эту коробку. Получилась вот такая простая красивая коробка. Позже будет сделана еще гравировка на крышке. Ну что, открываем. Получился вот такой результат. Как вы понимаете, такой нож не для повседневного использования. Это подарок. Подарок моему другу, у которого есть все. Но такого ножа у него точно нет. На ручке сделана гравировка с датой и его инициалы. Естественно, режущая кромка не будет такая же стойкая, как у стального ножа. Но этим ножом вполне можно порезать какие-то продукты. Либо же применить этот нож в качестве самообороны против, например, большой собаки. То есть укол ножом, удар, лезвие выдержит. В руке лежит очень надежно, крепко. Такой нож не попадает под действие запрещающих законов. Это не является холодным оружием. Можно спокойно носить с собой. Сейчас проведем небольшой тест. Как вы видите, бумагу он, естественно, не режет, как стальной нож. Но тут еще можно подправить кромку. Здесь кромка из-под фрезы сделанная. Если на камне довести, возможно, будет лучше. Ну что, как вам результат? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До свидания.